Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вардюа. Меня в комментариях просили записать гоблинов мехов, и вот сейчас довольно-таки хороший старт. Тьфу-тьфу-тьфу. Пришло 2 тинкера, 1 гоблин-убийца. Вот гоблин-убийца со старта это, конечно, хорошо. Лучше бы, конечно, чтобы их 3 пришло. Я бы тогда вообще кайфанул по полной программе. Ну и, в принципе, 1 гоблин тоже хорошо. Но на самом деле хотелось бы, чтобы там 2 хотя бы пришло. Может быть, 3. Может, за первые 3 раунда он мне в двоечку соберется. Ну, в троечку это, конечно, я сильно губу раскатил. Такого нереально увидеть, наверное. Да не, наверное, а скорее всего 100% нереально. Поэтому я порадуюсь хотя бы одному вот такому вот гоблину. И порадуюсь хотя бы одному такому тинкеру. А там посмотрим, может, реальные мехи соберутся ранее. Итак, почему я решил вообще в целом на мехах сыграть? Если бы здесь не было минера, я бы 100% на мехах не играл. Хотя нет, есть один такой небольшой шанс, я бы сыграл, наверное, через цветку. Через цветку, хотя на самом деле мне настолько... Как же меня жестко цветка подпалила. Эх. Короче, подпалила она меня тем, что я пытался играть через инсектоидов, и у меня до сих пор осталась травма. Травма головного мозга. После этих цветок. Я просто не смог реализовать инсектоидов. Все, после этого у меня травма. Я очень сильно себе средний винрейт спустил, но ради контента чего не сделаешь. Ого. Челик, не успела игра начаться, чел уже ливнул. Он, наверное, увидел, что тут 3 нежити собирается. Он такой, все, пока, ребята. Ну ладно. Это ж насколько его, может быть, довело там, что в каждой катке играет нежить, что он такой, ай, все, я пошел отсюда. Ливаю я с этой игры. Ладно, не будем, окей. На самом деле нежить уже нормально так поднадоела. И если ее 100% хочется контрить, то нужно играть все-таки на 2-3 билдах. Это максимум. Это звери через суммоны, это шаманы, боги, орки, либо же просто шаманы, маги. И третий билд это... ну это боги, шаманы, орки. То есть, ну, вот такие вот 3 билда. В принципе, больше мне здесь нечего добавить, какие билды контрят нежить. Это такие самые-самые-самые-самые азы. Ну и гритеры еще. Ну не буду же я на канале показывать одних гритеров, одних богов, орков, шаманов, магов. То есть, ну... Хотя на самом деле меня просили записать ролик по шаманам. И если честно, я хотел бы попробовать шаманов записать, но немножко необычно. Я бы хотел попробовать шаманов записать через 12 уровень. Через халявные роллы, которые мне сейчас пришли. Так вот, через 12 уровень. Это раз. Через 6 шаманов, 6 магов, 4 бога. Я думаю, это будет прям овер сильно. Не знаю, может так будет сильно стол. Я сейчас просто думаю, какой стол сделать сильнее. Как стол сделать сильнее, а не какой стол. Какой стол? Стол противника сделаю сильнее. Уже 2 нежити нарисовалось. Боже, ребят, вот ответьте мне, пожалуйста, неужели вам настолько не надоедает играть на одной и той же синергии? Я уверен, что те ребята, которые сейчас собирают нежить, они частенько на ней поигрывают. Вот. Более чем уверен. Я даже сейчас на всякий случай поставлю шаманов. У меня, в принципе, 2 орка есть, хотя и орков не собирал. Да и, в принципе, на самом деле, гоблины мехи довольно-таки неплохо контрят нежить. Но тоже, там нужно грамотно выбрать керри. В данном случае я хочу выбрать себе керри, это цветка 5. И, наверное, знаете, я халявные роллы со старта юзать не буду, их буду просто копить до 8 уровня. Ну, может быть, не знаю, может и буду ролить сейчас. Ничего себе. И Муэрту даже есть. Не, ну я Муэрту куплю, чтобы... Ух ты, Джаггер. Ладно. Орков... Короче, скипаю, выхожу в инкам. Скипаю всех, выхожу в инкам. Да. Ну ладно. Ладно. Так вот, гоблины мехи довольно-таки неплохо контрить нежить. Но не идеально. Я сразу говорю, не идеально. Все зависит от того, какой выбор керри у вас будет. И самое главное, чтобы у вас была 5 легендарная. То есть это либо вертолетик, который очень, очень сильно и максимально быстро зачистит стол противника, то есть а-ля нежить, которая будет у противника суммонить и суммонить, то вертолетик под Кирой справится с этим на ура.
Это первый момент. Второй момент. Надо смотреть, какой сильный стол у вашего противника. Если же у вашего противника на нежити очень сильный стол, то, в принципе, гоблины-мехи не справятся с этим. И придется перестраиваться. В данном случае, что можно сделать? Вот у меня есть цветка пятерка. И в принципе, я могу просто сыграть через обычных цвет, через цветку пятерку, и будет все хорошо. Но, естественно, это зависит от того, придет мне золотые роллы или не придут золотые роллы. Если золотые роллы придут, то я могу Impress Light собрать в тройку. Если что, это Impress Light, это пятерка, легендарная шаманка, которая в этой катке есть. Она же цветка пятерка. Вот. Если, в принципе, все будет хорошо, и будут золотые роллы, я ее собираю в тройку и просто на гоблинах мехах выношу эту нежить без единого шанса, и просто они будут визжать от счастья, что я... Боже, как мне орки приходят, вы просто посмотрите. А там чуваки уже на нежити катают, уже катают там на охотниках. Эх. О, Макс ливнул. А чего вы ливаете? Я не понимаю. Типа вам не пошла игра, и вы ливнули? А, это мертвец-охотник ливнул. А что ты ливнул? Из-за того, что еще два охотника-мертвеца собираются. Просто 1, 2, 3, 4... В катке 4 мертвеца, ребят. 4 нежити в катке. Замечательно. Замечательно. Ну вот, кстати, будет... Если у меня получится, конечно, реализовать гоблинов меха в этой катке, то вы увидите на видосе, соответственно, что гоблины-мехи довольно-таки неплохо справляются с нежитью. Но на самом деле, как же надоело эта нежить уже, боже. Я просто не хочу в каждом своем ролике показывать, как я буду унижать эту нежить на всего лишь на 4 билдах. То есть это звери через сумоны, это гритеры, это боги-орки, это боги-орки-шамана, либо же шаманы-маги. То есть просто, вот, ладно, 5 билдов. Вот 5 билдов было бы у меня в каждом ролике. Вот напишите мне в комментариях, было бы ли интересно смотреть, что в каждом ролике у меня одинаковый тот же билд. Просто было бы, знаете, один день бы я выпускал чистых шаманов, там уже чел себе 6 мертвецов собрал. Кайф. Вот. Было бы ли вам интересно, если бы каждый день менялась просто очередность этих роликов? Я думаю, нет. А, ну еще можно было бы, кстати, эльфов собрать. Но эльфы на самом деле не настолько сильно контрят нежить, как вот эти вот другие 5 билдов. Хотя, если вы... Как вы собираете Муэрту в двойку так рано? Кому вы душу продаете свою, чтобы собрать Муэрту в двойку? Когда я сажусь играть на охотниках, либо же я сажусь играть на мертвецах, единственное, что я могу собрать двойку, это болтяр, он не на 28, а на 56. Вот это единственное, что я могу собрать. И губозакаточную машину неимоверных размахов. Это единственное, что я могу собрать. Не знаю, с чем это связано, почему мне настолько не везет с этим. Ну, кстати, если обратить сейчас внимание, то у меня довольно-таки неплохая ситуация. Минус, конечно, что 2 типа ливнуло. Не так интересно, понимаете? Я еще даже с цветки забыл предметы выкинуть. Но я надеюсь, и мобам я не откисну. По крайней мере, мне бы хотелось мобам не откиснуть, иначе это будет фейл. Фейл. В последнее время я вот замечаю то, что вебка у меня стала намного жестче лагать. То есть вот смотрите, как будто FPS, вот просто посмотрите, FPS 10. Не знаю, с чем это связано. Ладно. Ну не. Не откисай мобам. Фу. Я уже подумал, что я сейчас откисну мобам и просто слаблю лютый тильт. Но нет. Спасибо. Я бы словил лютый тильт чисто из-за того, что... Не из-за того, что я проиграл мобам, а из-за того, что я сам затупил. Острый наруч сейчас беру по-любому. Сейчас объясню почему. Сейчас, секундочку. Одно мгновение, ребята. Так вот, я бы словил лютый тильт чисто из-за того, что я сам затупил, не отдал предметы, поспешил и совершил такую вот грубую ошибку. И на самом деле, ребят, это очень грубая ошибка. И если бы там кто-то комменты сейчас написал, да что-то парится, бывает. Нет, это моя ошибка, и это нужно искоренять. Я должен быть быстрее думать и все такое. Короче. Кстати,
Ничего себе. Резак в двойку на 11 раунде? Это сильно. Если что, это сарказм. Это не сильно. Резак в двойку должен быть на 5 раунде. Ладно. Ладно. У меня ситуация довольно-таки хорошая. 52 монетки. Почти 6 уровень. Хорошо по инкаму, хорошо по хп. 82 хп, 52 монетки. Один раунд до 6 уровня. 1, 2, 3, 4. 4 мертвеца против меня. Чувствую, будет весело. Будет весело, просто шедевр. На самом деле, меня больше смущает ситуация в том, что у меня очень слабый стол. Если бы у меня была куча двоек, я бы так сильно не смущался. А так, у меня довольно-таки слабый стол. Нежить мне сейчас будет очень сильно бить по лицу. Цветка мне пришла, спасибо. А можно теперь цветочка максимально быстро в двойку соберется? Можно? Я, кстати, думаю поставить лучше двух... Ну вот, кстати, видите, я дубликата сейчас поставил. Сейчас будет у меня стол намного сильнее. Вообще, я бы дико обрадовался, если бы ко мне ранец Empress Light пришла. Очень обрадовался бы. Я бы обрадовался на 150 000%. Кстати, на 7 уровне я смогу еще один дубликат выставить в виде клокверка. На самом деле, клокверки, дубликаты клокверки и сам по себе клокверк в единицу, это довольно-таки слабый персонаж, и я бы, ну, не хотел такие дубликаты ставить. Как-то, ну, так себе, ну, да. Ну да, дефолт охотники, медуза, все дела. Ну да, ладно, соглашусь. Я сам на охотниках часто играю. Ну как часто? Раз в 15 каток я, наверное, играю на охотниках. Ну, чисто ради контента, чтобы записать что-то свеженькое, интересное. Чисто ливер меня вынес. Угу. Чел, который ливнул, такой думает, иди в next. Знаете, будет очень смешно, если я сейчас проиграю. Точнее, не так. Сейчас, секунду. Дайте я сейчас расстановку сделаю, а потом я уже скажу свою мысль. Правда, шутка момент потерян будет. Шутка момент потерян будет. Боже, что с моими мозгами? Вот что бывает, когда ты пытаешься быстро сейчас думать, анализировать и выставлять свой стол. Просто несешь какую-то чепуху. Так вот. Будет очень смешно, если чуваки, которые ливнули в начале, выиграют меня, и я вылечу раньше них. Это будет очень смешно, это будет такой лютый фейл. Не знаю, я тогда такой... Я даже не знаю, какой я тильт словлю. Кстати, кто заметил, у меня новый ник. Я наконец-то, благодаря тому, что купил боевой пропуск, накопил вот этих лишних пончиков, получил какую-то там еще награду за пончики. Короче, благодаря... Вот я взял немножечко донатов с вебки, конечно, да, это минус, конечно, я считаю, но в целом вложение немножко купилось, я все-таки сделал себе новый никнейм, у меня куча там... Короче, взял немножечко с донатов и все. Как бы держу вас в курсе, там буквально 100 гривников и все. Ну ладно. Ну ладно. Вот. Поменял себе никнейм, теперь у меня довольно красивый ник. Наконец-то он нормальный, адекватный. Guard.ua. YouTube. Оцените в комментариях этот никнейм. То есть, как он сейчас выглядит. Вот сейчас он намного презентабельнее выглядит, чем был до этого, да? Вот, ну, мне нравится. Прям сейчас прям вообще сочно выглядит. Еще бы разрабы пофиксили немножечко ники. Не знаю, как-то сделали их более компактно, чтобы они вот так вот, знаете, строчкой не катались туда-сюда. Хотя это не мешает особо, но все же. Зато знаете, как сейчас приятно, что в обществе меня будут узнавать, а? Они просто будут заходить и видеть вот этот вот ник, что и попались со мной. Так, кстати, Рок войны я, наверное, возьму. Или не возьму. Или лучше острый наруч сейчас взять. Я возьму Рок войны. Почему я хочу сейчас взять Рок войны? Смотрите, когда мне выпадет Empress Light, если, конечно, она выпадет, то я в Empress Light закидываю сейчас Рок войны. И это, на Empress Light это будет работать очень-очень сильно, потому что у нее скилл иллюзии, и ее иллюзия максимально много... Ну, это самая сильная шмотка по ускорению скорости атаки.
и у нее будет там, если 1 секунда скорость атаки, то этот предмет ей сделает 0,5 скорость атаки. Это прям вообще, во, это песня. Это очень сильный предмет на Empress Light. Я бы даже сказал, это один из сильнейших бустящих предметов Empress Light, насколько это бы это смешно не звучало. Потому что ее иллюзии, они становятся как суммонерами. И это как бы как животное присуммонил, вот и все. Я, кстати, наверное, сейчас буду все раунды копить халявные роллы, чтобы максимально много сэкономить, когда 8 возьму. Я даже не знаю, я либо буду на 8 ролить, либо я буду на 9 ролить. То есть один из 2 раундов я точно буду делать. И, кстати, я, наверное, сейчас 2 клокверков заменю. Хотя, если я их заменю, то у меня пропадет баб гоблинов. Ага. Печально, конечно. Но если бы мне резак сейчас в 2 пришел, то было бы отлично. Я бы 2 резаков поставил, у меня был бы резак еще один в 3. В 2. Ну да, халявный ролл я буду оставлять пока что. Боже, даже ливнувший бот собирает нежить. Спасибо. Просто спасибо. На самом деле, я не понимаю вот этих... Спасибо. Спасибо. Из-за того, что только что у него все фигуры были в углу, у меня цветка не смогла прыгнуть. Гениально. Что может быть гениальное? Ничего. Вот как-то так. Как-то так. Да. Не, ну баф гоблинов я не смогу, наверное, поставить, да? А, не, смогу. Сейчас только надо брать вот цветок. И оставить только одних гоблинов. И мехов надо убрать. Вот так, во. Не, ну, в принципе, да. Так будет хорошо. Мне кажется, баф гоблинов намного сильнее, чем баф мехов сейчас. Да, я лишусь, конечно, сейчас халявных роллов. Но, тем не менее, у меня баф гоблина будет, который даст мне хп-реген, который даст мне броню. Против нежити это самое то. Нежить будет не успевать, скорее всего, меня забирать. Хотя, как мы видим, нежити максимально наплевать на то, что у меня там баф гоблина. Просто... Не, ну хотя, на самом деле, баф гоблина хоть чуть-чуть, но задерживает нежить перед убийством моей фигуры. Все-таки, как-никак, я могу его еще и пережить. Намного больше импакта внести от своей фигуры. Вот, допустим, сейчас, если бы у меня не было баф мехов, баф гоблин, боже, у меня мехи на языке просто крутятся и вертятся нереально. Так вот, если бы у меня не было сейчас баф гоблинов, вот такой бы ситуации не произошло. Скорее всего, я бы уже давным-давно откис и поехал бы в следующий раунд. Но только я бы получил бы не минус 0, а я бы получил минус 20 на все лицо. Ух ты. Не, ну 2 резака это уже почетно, это уже почетно. Не знаю, надо попробовать паролить, может не повезет. Так, ну Тинкер отлично. Бабка отлично. Вот сейчас я могу сделать баф гоблинов. Отлично. Отлично. Вот теперь у меня баф мех, и теперь у меня баф гоблинов. Вот просто один раунд пережил. Просто один раунд я смог пережить. Отлично. Все. Прекрасно. Замечательно. Я собой доволен. Хе. Вот, кстати, опять пришел ко мне этот тот же самый, по-моему, да? Та же самая нежить ко мне пришла, или мне показалось? Хотя нет, у той нежити не было винстрика, у этого есть винстрик, но, как мы видим, у него даже Мэрта в 2 есть, которая... Ну да, тут я по чердаку отхватил нормально так. Но, если бы у меня не было все-таки бафа гоблинов сейчас, я бы получил бы намного-намного больше. Но, тем не менее, все равно мне нужно ролиться и пытаться что-то найти. Может, мне резак соберется в 3? Цветочка, отлично. Блин, ну, а где моя цветочка? Ну, 5. Я понимаю, что я многого прошу. Ну, цветка, 5. Ну, пожалуйста. Я со слезами на глазах буду просить. Так, вы ничего не слышали. Колдуем. Колдуем на цветку. Кто сейчас смотрит этот ролик, ребят, колдуйте вместе со мной. Мне очень сильно нужна эта цветочка 5. Если она просто приходит ранее, цветка 5, то она дает такой буст нереальный. Я ставлю 2 цвет, получаем максимальный буст. Вот максимальный на 110% буст хороший. Обидно. Так, ну алхимик это уже не обидно. Алхимика я поставлю и поставлю вот так вот цветочку. Все, в принципе, окей. В принципе, и волшебники мне норм будут. Так, что у меня тут упало? Зимнее объятие, кстати, хороший предмет. Беру по-любому, почему нет?
Палочки я закину в эту цветку. Рок пока у меня так катается туда-сюда. Я даже на самом деле не знаю, в кого сейчас закидывать, но я, наверное, закину бабку, чтобы у нее просто скорость атаки была чуть побольше, и она смогла намного быстрее регенить ману. Ну, пу-пу-пу, 49 хп у меня, 51 монетка и 8 уровень. На самом деле, скорее всего, понадобится мне брать уровень. Блин, и... Ой, там маг нарисовался. Как я тебя люблю, маг. Я тебя так люблю, чтоб ты знал. Я надеюсь, этот маг вылетит намного быстрее. Вот по максимуму быстро. Он всю малину мне портит. Вот реально всю малину портит. Чисто цветку такой. Сюда. Ладно, у меня... И сколько я сейчас получу? Минус триллион? Самое жесткое, что когда... Ну ладно, не минус триллион, минус 14. Но с минус 14 это тоже много. Как бы... Ну... Так, одна цветка. Я, наверное, сролюсь. Мне нужно сролиться. Так, цветка есть, отлично. Давай, цветка, приди. Бабка, отлично. О, ну, резак в тройку, конечно, такое себе сейчас. Хотя это довольно-таки тоже неплохо. И две цветки вот так поставлю. Так. Не понял. Какой дурак, боже. Мало ли того, что вот этот вот маг, я его уже все, я его... Просто минус уважения этому магу. Так я еще дурак в том, что мне... Ладно, сейчас, секунду. О! Кстати, эмпресска пришла. Так, яичко мы закидываем в тебя. Эмпресску нужно сейчас купить. У меня две... Не, ну, я буду продавать алхимика. Он мне не особо нужен. Вот эмпресска мне очень сильно нужна. Я, кстати, сейчас в нее рог закину. Боже, а знаете, в чем минус? А я не могу фуловых гоблинов выставить. А потому что у меня нет 9 уровня. Без 9 уровня я не могу выставить свой билд, который хочу. Ладно, я тогда убираю сейчас баф гоблинов. Я надеюсь, что смогу пережить этот момент. И поставлю лучше баф цвет. Потому что с бафом цвет у меня будут дубликаты. И вот просто посмотрите сейчас, как импресска бьет. Посмотрите, с какой скоростью ее иллюзия бьет. Тык, тык, тык. Не дубль, а скилл, который призвала она. Вот это вот сильно. И сейчас мне нужно накопить денег, чтобы апнуть себе 9 и поставить баф гоблинов. Потому что без бафа гоблинов я буду курить бамбук. Курить бамбук. Но из плюсов самых главных это то, что у меня есть цветка тройка в тройку. Вот это вот хороший плюс. И баф цвет у меня есть. Это тоже хороший плюс. Почему плюс? Потому что у меня дубликат будет со шмотками. Вот это вот огромный плюс. Минус. Там есть чел, который играет на магах, который мне просто всю малину попортил. Минус уважения этому челику. Просто минус уважения. Вот всегда нарисуется один человек, который будет тебе портить малину, когда у тебя нет никаких защитных шмоток. Вот всегда найдется такой. Вот у меня в каждой катке то воин нарисуется, когда я на гритерах хорошо тащу, то еще что-то. О, наказание пришло. А, не пришло, у тебя 77 хп, ладно. Мне что-то на мгновение показалось, что у него 16 хп. Свен пришел. Можно будет перестроиться в драконов. Хотя какие перестройки? У меня 22 хп. С 22 хп единственное, куда я могу перестроиться, это в next катку. Чисто новую начать. Вот это вот единственный момент, когда я смогу перестроиться. Поэтому Свена придется либо как-то так реализовывать, либо же никак. Хотя на самом деле Свен неплохой персонаж, но только ведьмаков я не смогу поставить. О, 9 магов нарисовал. Пусть ему придет нежить и даст ему минус 50 на все лицо. Я буду, ну, просто плюс уважения. Раз. Сколько нежити в катке? 4? Да.
Минуту молчания. В честь этой нежити. Да. Мне, короче, нужно копить на уровень. И в следующем раунде я надеюсь, что мне хватит денег, чтобы апнуть себе 9. Потому что без 9 уровня я не смогу ничего. Кстати, о птичках. Или могу? Могу. Отлично. Отлично. Что у меня тут? Взлят Азеса. Шикарно. И Шарбезна шикарно. Я беру Шарбезна. А Шарбезна я беру, потому что у меня есть там многоуважаемый маг, который портит мне всю малину. Если бы не этот многоуважаемый маг, то, естественно, Шарбезна я бы не брал. Я бы взял взгляд Азеса, которым бы просто прыгал бы на лицо нежити. Вот прям просто так присел бы немножечко. Ладно, там 3 нежити, 1 орк. Но все равно 3 нежити в катке. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, чем вам интересно играть так на одной син... Я более чем уверен, что ребята просто катают на мете. И все. Ну, им в кайф. Я в этом кайфа не вижу, они в этом... Ну, короче, это извечный вопрос, почему все любят поиграть на мете. Я очень надеюсь, что ребята начнут катать на других синергиях, чтобы вынести эту нежить из рандома полностью. Я очень надеюсь. Вот так вот на лицо прыгать нежить. Просто посмотрите. Белиссимо. Боже. Как я такое люблю. Вот такое я люблю. Просто минус 18 по черепушке. Я надеюсь, что у меня сейчас цветка придет в 2. Я прыгну еще раз по черепушке этому нежити. Не этому, а этой нежити. Извините, я просто аж начал заговариваться. Вот настолько я испытал наслаждение и привкус победы, когда я прыгнул ему минус 20 на лицо. Песня, просто белиссимо. Ты подольше так ставь, вот так вот вкучнее. И ты ставь побольше. Тот чел, который мне малину полностью попортил на магах. Мне маг 2 раза кинул очень много по лицу. Именно маг, не нежить. Я даже сейчас мага больше ненавижу, чем нежить. Хотя на самом деле нежить я больше ненавижу, потому что заполонил рандом максимально. Еще, кстати, еще раз обращаю ваше внимание на шмотку рок. Вот этот рок, который на сумоны, обратите внимание на Empress Light. Конкретно на иллюзию, которая дает ее способность. Вот обратите внимание, насколько быстро она бьет. Это благодаря именно этому предмету. Тут нежить такая. Но она будет, конечно, послабее, хотя может и посильнее, не знаю. Знаете, в чем мне нравится в цветке? Это очень долгий прыжок. Вот это вот единственное, что мне не нравится в цветке, это то, что она может просто поднять свои руки, что-то там ахалай-махалай крутить и не прыгнуть. Вот это вот самое жесткое, это то, что не прыгнуть. Просто будет крутить какое-то там, не знаю, весло или что он там крутит вверху, не знаю, какие-то там заклинания кастует. Я не понимаю этого момента, просто не понимаю. Ну и гуля лесом. А чё, может минер мне придет? Может минер придет, а? Ну, конечно, слишком многого я хочу, но может минер придет. Кстати, вот смотрите, кто остался. 2 нежити и 9 магов. Может, получится наказать. У меня, кстати, опять нос забился, поэтому, ребята, если вы слышите какой-то неприятный звук, который я издаю своим ртом, либо носом, то уж извините. Кстати, радик я беру, потому что сейчас будет у меня не 1 радик, а 2 радика. И, кстати, что касается зимних объятий, то у меня их будет 2. Это очень хорошо. Ой, как же не вовремя нос забился, боже. Я уже задолбался на лекарствах сидеть, честное слово. Я давно так не болел. Единственное, ну, ладно там неделю. Но может, скорее всего, это из-за режима. У меня режим такой очень сбитый, поэтому... Ой, а что такое, маг? А что такое? Ну, бывает. Ничего. Минус 18. Нормально. Тюбуй. Вы посмотрите, какое чудо ко мне пришло и начало мерчать. Смотрите просто на это чудо. Все. Ты мешаешь мне немножечко, то сейчас не смогу
сыграть нормально. Да, я тебе говорю. Сейчас за тебя поражение получу. Так. Ну не отвлекай меня, ну. Я даже в смысле сбился о том, чем говорил только что. Ну ладно, я тут сейчас... Вот, еще раз эта мана пришла. Правда, Хекс прилетел мне в одну цветку, правда, в дубликат. На самом деле лучше, чтобы не в дубликат прилетал Хекс. Меня, походу, вынесет, да? Или не вынесет? А, не вынесет. Иди сюда, мой сладкий. Ну не грусти, у тебя получится. Давай нанежить. Получится. У тебя все получится. Вот 9 магов, конечно, проблема. Меня кошка стала отвлекать. Капец. Просто не дает играть. Она просто мне в руку бьется. И я такой, гладь меня, гладь меня. И подумать не дает. И поиграть не дает. Как же она вовремя любит зайти, а? Это, если что, та кошка, которую мы с женой нашли. И приютили, и дали ей лучшую жизнь. Она, вон, видите, какие пакости дает. На самом деле, я заметил, что мне не пришло до сих пор меню. Демон Минер. БКБ я возьму на всякий случай, потому что там, во-первых, есть маг, во-вторых, там есть дебафы, а БКБ контрит Хекс, если что, 5 тира. Так как у меня еще в дубликатах будет БКБ, это будет вообще зачетно. Так же самое я бы хотел, чтобы мне Эмпреслайт наконец-то пришла в двойку. Я сейчас всех на левую сторону кидаю, по той лишь причине, что, если заметили в предыдущих раундах, у меня появлялась цветка почему-то справа и прыгала налево. Лучше всего, чтобы они вместе в один угол прыгали и все дебафы накидали одновременно в одну сторону. И одну сторону дебафали по максимуму, соответственно, тики радиков бы работали и все такое и так далее. И вот эта вот цепочка первого тира, она работает на всех дубликатах. То есть срабатывает не один раз этот предмет, а 2 раза. То есть это прикольно, это нормально. Да. Так, кошечка, не отвлекай меня, а? Не отвлекай, ну. Эксклюзивный видос будет сегодня. То самое чувство, когда мой скилл решается сейчас от того, как мне будет кошка мешать или не будет мешать. Ого! Чел себе пуджа в тройку заролил. Это тот, если что, чел, который хукует. Хукует. Короче, вы поняли. Короче, вы поняли. Это тот чел, который кидает свой хук. А, ну я еще здесь раунд проиграл. Ну спасибо хотя бы не на все лицо. Правда, винстрик он не сбил, но это уже такое, дело третье. Вот у меня 60 уровень, в идеале, чтобы ко мне пришел минер. Когда ко мне придет минер, будет все очень четко. Так, ну, кстати, я сейчас куплю Тинкера в двойку и поставлю, чтобы у меня был плюс еще один дубликат. Ну, в любом случае, что-то лучшее поставить я не могу, а вот плюс один дубликат это будет даже очень-очень хорошо. Я бы сказал, даже отлично. Главное сейчас просто не откиснуть. Ладно, я мага еще вынесу, то есть с магом у меня проблем не будет. С этой нежитью у меня тоже проблем не будет, потому что чел зачем-то ставит всех кучно. Зачем? Одному Господю Богу известно. Ну, все, минус. Чуть-чуть не хватило. И, кстати, мага вынесли. Но БКБ я в любом случае скипать не буду. А не буду я скипать по той же причине. Потому что там есть хекс у ребят. И лучше у меня 100% будет проюзываться скиллы, чем они не будут. Ну, как чел нашел себе нежить воина в тройку, это интересно. Но никто не собирал, поэтому и нашел. Попробую сейчас заролить, может мне придет хорошая шмотка. Целых 3 пришло хороших шмотки.
Я на самом деле лучше, наверное, возьму небесный щит. У меня все-таки будет не один небесный щит, а их будет два. Жалко, конечно, мне Empress Light не пришла в двойку до сих пор. Я, знаете, заметил, что вот сейчас у меня кошка на ногах лежит. И я как-то спокойно реагирую на то, что мне Empress Light до сих пор не пришла в двойку. Нет, 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 нет. Выиграю. Душите, душите его, душите! Души! Блин, это иллюзия, я сразу не заметил. Я уже думал, что его вынес эту нежить. Что минус нежить будет, а вторая нежить послабее. То есть, зато он вынес эту нежить. Вообще шикарно, боже, ребята, вы молодцы. Так держать. Ману плюс 40, я, кстати, отдам другую цветку. Сейчас у меня будет 2 цветки с арканцами. Это, в принципе, будет все замечательно. В принципе. И, кстати, я сейчас всех поставил немножко на правую сторону, потому что Муэрта в левой стороне находится. А у него Муэрта это мейн керри. Поэтому этого мейн керри мне нужно нагнуть. В первую очередь. В первую очередь этого мейн керри мне нужно нагнуть. И чтобы у него там максимально миссы были, чтобы у него там максимально хп терялось. То есть мне нужно прям хорошенечко его, скажем так, опрокинуть. Как же ты мне не даешь играть? Как же ты мне не даешь играть? Короче, сегодня овер эксклюзивный видос будет. Я даже сейчас спокойно про... Я его вынес! Чисто нежить наказал. Отлично. Только что произошел такой дикий фейл, и хорошо, что я его заметил вовремя. Ну как вовремя? Я уже попрощался с вами и такой нажимаю кнопку стоп-запись и... А понимаю, что записи-то нету, и у меня просто такой холодный пот по лбу, и я думал, что, боже, неужели я прокекал каточку? Оказывается, нет. Просто на каком-то определенном моменте, там, ну, самый конечный, грубо говоря, момент, когда я там радовался победе, когда я вынес эту нежить, у меня закончилась память. Давайте вот просто вкратце пройдемся. Я на самом деле не ожидал, что мне настолько рано придет Empress Light. Она довольно-таки все-таки реально мне рано пришла, и я очень удивлен, вот максимально удивлен, вот на 150 000%, что мне пришла вот эта цветка в тройку достаточно рано. Обычно вот такая цветка ко мне приходит на раунде там 35-м, 45-м, как-то так. Раньше она не приходит. Какой итог я хочу подвести под эту катку? Мне в этой катке повезло. Реально повезло. Мне пришел маг, который дал мне очень много по лицу. Вот этот стич. Были 2 нежити, которые я очень удивительно, что каким-то образом вынес. Тут чел собрал себе пуджа в тройку. Муэрта довольно-таки сильный, ему еще Лич пришел. То есть, ну, у него пудж в тройку. Ну ладно, этот персонаж такой себе, но в принципе, как контроль перса, он довольно-таки хороший. Муэрта, конечно, себе... 2-го уровня я ее еще как-то закерил. Если бы она у него была в тройку, то я бы его 100% не закерил. Ой, не закерил. Какой закерил? Не задефал. А вот у него, кстати, довольно-таки сильная Муэрта, но ему максимально по предметам не повезло. У него был только из керри предметов, это вот Мьёльнир. Все остальные предметы я бы перекинул в жреца нежить. Вот в него. Потому что у него, смотрите, алое сердце, у него есть хекс, у него есть отражение. А как раз все предметы хороши под этого жреца. Так как этот жрец бы, он бы и подхиливал, и себя бы хилил за счет алого сердца. То есть, намного было бы больше импакта, если бы он закинул в этого жреца. Но он почему-то закинул все в Муэрту. Зачем? Почему? Ну, оставим эту загадку нерешенной как бы для вас. Потому что в комментариях вы мне решите вот эту вот головоломку, почему он именно так сделал. Кстати, вот этот пудж, он не совсем бесполезный. В данном случае, когда он керрил одного персонажа, вот этот пудж, он притягивает самую дальнюю фигуру. И когда он тянет ее, соответственно, в конце получит оглушение 4,5 секунды, если этот пудж не умрет. Ну и, соответственно, наносит 900 урона. То есть 450, пока он его тянет, и 450, когда вот этот перс выжил. То есть 900 урона. Как с куста. Довольно-таки сильно, как по мне. Но, естественно, что думаете вы, мне скажите в комментариях. А так, ребят, если понравилась каточка, не забудьте за свой лайк, комментарий,
обязательно оформить подписочку на YouTube канал, подписаться на мой телеграм канал, который закреплен в комментариях. И всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся.